Не знаю, зайдет ли вам такая рубрика и насколько часто я ее буду выпускать, но это новостной выпуск по вселенной Kingdom Rush и не только. Kingdom Rush Battles. Обновление 1.7 и изменение баланса 1.6.2. Возможно, в тот четверг эта новость прошла мимо вас, так как там было кое-что пограндиозней, но игрокам в КРБ это тоже следует знать. В Summon Rift обновился баннер, Ironhead решили пойти по стопам хуеверсов, и подобно разработчикам HCR и Z стали продавать старых персонажей в новой обертке. Знакомьтесь, новая эпическая ивентовая карта, стоящая 40 свитков. Алерия на диком клыке. В гораздо более взрослом виде и мудром обличии этот страж леса готов посвятить себе защите сил природы. Эльфийка оседлала свою верную кошку, дикого клыка, что способна наносить смертельные удары, одновременно стреляя по врагам на большом расстоянии. И выглядит она достаточно метово. Ее нижняя пассивка увеличивает скорость атаки всех арчеров. Тот же лонгбоу или королевские лучники явно не откажутся от такой прибавки. Сама она обладает уникальной механикой, двойной жизнью. После смерти кошки наездница продолжает сражаться, ожидая восстановления своего компаньона. Также у нее есть элемент контроля в виде шипов и дебаф врагов. Планируете ли крутить? И как вы относитесь к такому апгрейду обычных карт? Новый ивент, но не совсем. Железный натиск. Рисковый режим, который предназначен для тех, кто полностью уверен в своем скилле и прокачке. Он выгоднее, так как за победу ты получаешь 6 свитков, тратя при этом всего 4 билета. Но здесь есть свои нюансы. За проигрыш ты теряешь больше, так как тратишь целых 4 билета. Также для нового натиска были добавлены свои новые уникальные мапы и механику заложенных точек для постройки. Небольшое изменение баланса. Некроманту поставили ограничитель на появление скелетов, а Сайленс для налучников теперь работает на уникальные способы передвижения героев, телепорты Азры и Магнуса и морозная тропа Элоры. В прошлом обновлении закончился баннер Батлмехи, первой еще предрелизной легендарной башни. Учитывая, что карта аренная, существующая еще со времен Battle Towers, то ее сложнее было бы продать, а ее положение в мете было, мягко говоря, не очень. Но под баннер разрабы подогнали хороший такой баф, дабы хоть кто-то крутил. Общий кост был снижен на 60 монет. По уровням это было распределено так. Базовый урон по площади повышен с 60 до 90. Стоимость масла уменьшена с 180 до 160 монет. КД способности масла с 20 секунд на 18 секунд. Способность ракет теперь наносит true урон. Что думаете по поводу данных изменений? Как по мне, меха себя сейчас показывает очень даже недурно. Кто-то даже просит его нерфануть, но давайте все-таки порадуемся за эту старенькую карту. Также хочу поинтересоваться, как там ваши крутки и обзавелись ли вы его дубликатом. Майк не так давно выпускал видео и разбирал новые бафы. Как думаете, колоды стали разнообразнее, а старые карты более играбельными? Не могу не упомянуть анонс Genesis, уж очень не терпится в нее поиграть. Кстати, я уже могу предположить, когда ее релиз. Первый тизер Альянс тоже был в феврале, трейлер уже в апреле, а релиз летом. Так что я уверен, 6-я часть также затронет 3 сезона. А что вы ждете от новой части? Пишите в комментарии, все читаю. Не могу не поговорить про новое DLC на Альянс с очень пафосным названием Восстание Война драконов. Обзор я не выпускал, предлагаю наверстать упущенное. Судя по расположению островов, действия будут происходить в небе. Либо же окутанные облака и портал обозначают другой мир, как мир Глазика. Изначально я думал, действия будут происходить на парящих руинах из Origins, где-то в этом месте, так как там мы впервые встретили молодых Бересада и Сполоха. Хотя справедливости ради, первые 3 уровня чем-то напоминают эту локацию. Возможно, старое поселение эльфов было мостом между миром людей и драконов. Первый уровень представляет из себя одну немного кривую дорогу, по которой из портала надвигаются новые враги. Чем-то он мне напомнил первый уровень гномов из Legends и их вратами. О героях и башнях попозже, давайте рассмотрим другие некоторые детали. Снизу можно заметить такого вот мужичка, скорее всего это кликабельная ачивка с отсылкой. Далее 2 врага, один из них базовый, красный дракончик, а еще один зеленый. Он будет стрелять ядом. Главной фишкой 2-го уровня станет босс, наша дорогая Мургла Крокотоловна.
Вот это фан-сервис. Сама катка обещает быть долгой и интересной. Здесь можно заметить больше врагов. Вот это возможный вражеский телепорт между тропинками. Рядом с ним мы видим таинственного волшебника в голубой мантии из новой фракции, вероятно, дружественной альянсу. Ведь на дорожке стоят подобные ему воины с мечами, атакуемые Мурглой. Третий уровень показывает весь кошмар этой войны. Разрушенные здания, кругом все горит, подбитые маги и труп одного неизвестного дракона. Ранее мы его вроде не встречали, но возможно он был покровителем астрологов, судя по его звездным крыльям. Отмечу стратегические точки в обломках, за них мы будем платить золото. А еще я заметил новых летающих голубеньких ящерок и кислотно-зеленых драконов. Вероятнее всего это вот этот чубзик, получающий некий баф и повод взлететь. Четвертый уровень — настоящий мрачный рассадник с очень мерзким драконом в центре. Вот его по-настоящему можно назвать оскверненным. И так как уровень предоставлен нам в полный рост, скажем так, то тут можно заметить сразу 3 контрольных точки. Да и сам по себе он имеет много путей. Забавный факт, у Ани почему-то здесь иконка ульты Веспера. Не забуду про новых врагов. Из интересного еще один шаман, оглушающий башни, и мини-босс. Скриншотов с 75 уровнем нет. Ну и славно. Последний этап не очень-то хочется спойлерить. Все, что нам про него известно, это такая вот пустая темная локация, напоминающая бездну, и просто гигантский дракон. Как пишут в описании, это могущественный враг, которого когда-либо знала Линерия. Разберем нового героя. Ну и естественно это дракон, раз уж DLC в принципе про них. Его зовут Аурион, сам дракон солнца. Сан Вогонг нервно курит в сторонке. На момент озвучания этого фрагмента интервью Овечкина с ним не выходило. Полноценный лор и как он попал в Альянс не ясно, но можно разобрать его способности. Первое, о чем стоит поговорить, это его эффектная и, наверное, сильная ульта. Надо ведь как-то продать DLC. Видимо, само солнце пустило этот маленький смертоносный лучик на землю, что либо наносит много чистого урона, либо и вовсе не закилит врагов. Далее, судя по эффектам, какой-то хил. Так как нам показывают только дракона, не ясно до конца, что делает эта способность. Возможно, он просто хилит себя, возможно, юнитов по всей карте, а возможно, вообще что-то бафает. Он устремляется в нее и обрушивает свой гнев на землю, нанося определенное количество урона. Больше я ничего не заметил. Перейдем к новой башне. Инкубатор драконов. Давайте я возьму вариант Майка. Гнездящаяся мать драконов. К слову, у нее очень крутая озвучка. Это магическая башня. Их, кстати, давно не выходило. Последний был Жабжабыч, и то он гибрид между магами и артиллерией. Башня своей механикой дракончиков напоминает башню дополнительного уровня из третьей части левела Кристальное озеро. Присоединилась же она к Альянсу, так как кража королевского яйца угрожает всем, и драконьему роду в том числе. Также драконья мать ответила на вопрос и о наших врагах. Это драксы. Пародия на драконов. Они рождаются не из настоящих, а из пропитанных темной магией яиц в искалеченных гнездах. А к ним еще и присоединяются некоторые драконы, придавая их род. Всю эту информацию можно узнать из интервью Овечкина, переведенное Майком Вазовски. Вроде с DLC закончил, если что-то упустил, пиши. Династия Раш. Эта новость не прошла мимо меня, ведь ее, на мое удивление, сильно хайпят. В игру я поиграть не смог, она у меня тупо не работает, волну призываешь, а врагов зеро. Как мне сказали, проблема может быть из-за системного языка на ПК. Нужен либо английский, либо китайский. Сменить я не могу, так как выдает ошибку. Уж простите, микролетсплея по ней не будет. Но посмотреть ее геймплей можно на канале Вадука, Парханда или Алекса. И тут я немножко выскажусь. По их словам, это не тупой клон КР, она передает дух первой части, и она создана явно для фанатов. И, признаюсь честно, я вот под каким углом не посмотрю, ну никак это не дух первой части. Моя главная претензия здесь не то, что игра говно, нет, она вполне даже красиво смотрится, из нее можно сделать что-то играбельное, а то, что ее сильно хайпуют. 3 слона КР ее так сильно облизывают, что создается ощущение, что им заплатили, без обид. Почему тогда не было такого ажиотажа к Восточной Империи, другим китайским башенкам, что является уже законченным проектом, получившим несколько обновлений и имеющий насыщенное наполнение? Почему вот уже на демке раскручивают как могут, а про эту игру ни слуху ни духу, и про нее слышали несколько людей, блин. Что вы думаете, опять же пишите в комменты. Теперь моды. Уже около месяца назад релизнулось обновление того самого мода Reborn. Мое его прохождение выходит сейчас активно на канале каждую субботу. Если не хотите ждать, Буси махает вам ручкой. Заходи недорого, а контента там много. Кроме новой сложности и небольшой ребалансировки, башням из доп. Уровней добавили свои собственные скиллы. Например, хижина ивоков. Их щиты начинают блокировать урон до 350 единиц.
и в это время они хилятся. Или копейщицы из Фронтирса, они становятся невосприимчивы к яду, а также наделяют ядом свои копья и уменьшают урон в мили своих врагов. Sasquatch получил способности, подобные Legends'у, и так далее. Советую и вам изучить данные изменения, скачав мод. Кроме того, вы уже наслышаны о 3 новых героях: Оберн, эльф-двуручник, обладающий хорошей защитой и неплохим уроном в мили. Эмбер — настоящая зажигалочка, ее основная механика — гонять хп туда-сюда, от чего зависит ее атаки. И Пенумбра — осколок Умбры, который мы завербовали в свою армию. Он является первым героем-драконом в КР-1. Очень сильный и фансервисный персонаж. Спасибо команде Reborn и Вадука за столь прекрасный мод. Следующий мод, который стоит вашего внимания, Kingdom Rush Conquest от Макс Спрингер, ранее занимавшийся Reborn. Это Vengeance, перенесенный в первую часть, и кроме башен армии тьмы, там будут свои уникальные герои башни: Глимба, Грейвен, башня ящера-снайпера, грибная башня, враги из армии Линерии и многое другое. Тоже заинтересованы? Если хотите знать больше подробностей, то у моего коллеги Краксина выходил обзор всех имеющихся на данный момент материалов, связанных с этим модом. Перед концом упомяну своих бустеров, что поддерживают канал денежкой и мотивируют дальше снимать мне видео. Заходи сюда почаще, мы ждем вас, и до скорого.